Приветствую вас на канале Рукоделки-поседелки. И мы продолжаем с вами вязать кошечку Милу. Это третья часть мастер-класса, где мы с вами свяжем ручки и хвостик. А если вы свяжете со мной эту милую кошечку, поставьте лайк, не забудьте подписаться, напишите комментарий, мне будет очень приятно. Под видео я оставлю ссылку на плейлист, где будут все части мастер-класса, и по мере появления новых частей я буду добавлять их туда. Ну что, давайте начнем вязание и свяжем ручки для Милы. И начнем мы с вами с воздушных петель. Первый ряд мы вяжем 2 воздушные петли. И в первую воздушную петлю мы с вами ввязываем 6 столбиков без накида. Делаем мы так с вами, потому что если вы вяжете мехом, тогда кольцо амигуруми очень тяжело стягивать. Поэтому вот таким простым способом мы начинаем с вами вязание. В первом ряду у нас должно с вами получиться 6 столбиков без накида. Так, ну вот я закончила. Второй ряд у нас 6 прибавок. И во втором ряду у нас с вами должно выйти 12 столбиков без накида. То есть в каждую петлю мы провязываем по 2 столбика. Ну тут я немножко ускорюсь. Я вяжу плотновато, поэтому надо еще приспособиться к этой ниточке. Но у меня все получится. Итак, закончили второй ряд. Давайте приступим к третьему. Но сначала я возьму маркер, поставлю маркер, чтобы не потерять никакие петелечки, не было никакого перекоса в вязании. Третий ряд мы вяжем по схеме. Столбик без накида, потом вяжем одну прибавку, и такой раппорт мы повторяем 6 раз. В третьем ряду у нас с вами должно получиться 18 столбиков без накида. Вяжем легко и просто. 18 столбиков. Так, я уже заканчиваю. Последняя прибавка. Четвертый ряд, похожая схема. Мы будем вязать 2 столбика без накида и прибавка. Так повторим 6 раз. И в четвертом ряду у нас с вами должно получиться 24 столбика. Мы немножко расширяем ручку котенка, а дальше уже потом у нас пойдут убавочки. Так, у меня последний раппорт. 2 столбика и убавка. Смотрите, осталось совсем немножко. Маркер я оставлю, потому что следующий 5-й ряд мы вяжем без изменений. Столбик в столбик, 24 столбика. Вяжем по кругу и наслаждаемся вязанием. Так. И я уже подхожу к завершению 5-го ряда. 6-й ряд у нас будет с вами убавочный. Мы уже будем делать убавки. Так, маркер я перенесу. И смотрите, схема вязания у нас будет с вами такая. 2 столбика без накида и 1 убавка. Так повторим 6 раз. Первый столбик, второй столбик. Смотрите,
можно делать убавки по-разному. Как обычно мы с вами делали за полупетлю одной стенки, за полупетлю второй и протягиваем. Но так как у вас мех, то может быть удобнее будет вот такой вариант. Просто вытягиваем петлю из следующей и провязываем все вместе. Немножко легче вам будет вязать. Да, впоследствии я буду делать убавки именно таким образом. И в шестом ряду у нас с вами должно остаться 18 столбиков без накида. Заканчиваем шестой ряд. Седьмой тоже убавочный у нас. Я маркер оставлю, а может быть и перенесу. Не хочется потом перевязывать. Да, хотя вы, конечно, этого не увидите. Схема: столбик без накида и делаем убавку одну. И так повторяем 6 раз. Я включу ускоренный режим. Схема легкая, понятная. В седьмом ряду у нас с вами останется 12 столбиков без накида. Вяжем так до конца ряда. Так, немножко себе помогаю. И уже заканчиваю седьмой ряд. Так, здесь я маркер оставлю, потому что дальше у нас с вами 4 ряда подряд мы будем вязать без изменений. 12 столбиков без накида. Вы можете это сделать беленьким цветом или каким цветом у вас получаются лапки. Но я сделаю немножко по-другому. Смотрите, я один ряд провязала светлым, а следующие 3 ряда я уже вставлю ниточку другого цвета и уже буду вязать основным цветом мои кошечки. Ну, в будущем я вам покажу. Я сделала одну лапку, как сейчас мы с вами вяжем, только кончик лапки беленький, а вторую лапку я вот все эти 4 ряда провязала белым, а потом только поменяла цвет. Но мне хотелось сделать так, чтобы это было не симметрично, как бывает у настоящих кошечек. Где-то больше цвета, где-то меньше. Ведь у котенков не бывает так, чтобы было все идеально ровно. Это же природа, они совсем другие. В общем, я вяжу один ряд светлым, а остальные 3 ряда я вяжу основным цветом. Все ниточки я заправила, и давайте за кадром я провяжу оставшиеся 3 ряда по 12 столбиков без накида. И увидимся с вами уже на 12 ряду. Так, ну вот я провязала первый, второй, третий и четвертый. Перенесла маркер. И начинаем вязать 12 ряд. Такая схема у нас будет интересная. Начнем мы с вами сначала с одной убавки. Следующее мы вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. Дальше у нас идут с вами 2 прибавки подряд. Первая прибавочка. И вторая. И продолжаем наше вязание. 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. И последние у нас остаются 2 петли, из которых мы провязываем одну убавку. И в 12 ряду 12 столбиков. Переносим маркер. 13 ряд будет точно такая же схема вязания, как в 12. Ну, давайте я вместе с вами ее провяжу. Итак, 13 ряд. Делаем первую убавку.
Следующие 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. Протягиваем. Дальше у нас идет с вами одна прибавка и сразу вторая прибавка. Три столбика без накида. Первый, второй и третий. И заканчиваем мы с вами одной убавкой. В 13 ряду у нас тоже с вами 12 столбиков. Замечательно, маркер перенесли. Давайте. Захотите, можете саму ножку немножко наполнить. Я это сделаю позже. И приступим к 14 ряду. Вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Дальше мы вяжем одну прибавку. И до конца ряда у нас с вами должно остаться 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый и последний, пятый. В 14 ряду у нас 13 столбиков. Так, приступаем с вами к 15 ряду. Похожая схема. 6 столбиков, прибавка и снова 6 столбиков. Вяжем так до конца 15 ряда. Мы немножко расширяем ножку, но она у нас будет не слишком толстенькая, вернее, это не ножка, ручка. Расширяем ручку. Хотя у котиков это все образно, да, потому что они ходят этими ручками-ножками. Но мы ручку с вами вяжем. Закончили 15 ряд. Маркер переносим. 16 у нас тоже будет с вами прибавочный. И здесь мы вяжем раппортом 6 столбиков без накида, прибавка. Так повторим 2 раза. И уже в 16 ряду у нас должно получиться 16 столбиков. Вяжем прибавка и повторяем еще один раз. Так, 6 столбиков, прибавка. Замечательно. Осталось нам с вами связать совсем немножко. И ручки будут готовы. Последнюю вяжем прибавку. Так, маркер я тут оставлю, потому что мы с вами будем вязать следующий ряд. Это 17 без изменений. Вяжем 16 столбиков без накида по кругу. И давайте я это сделаю в ускоренном режиме, а вы можете нажать на паузу и тоже провязать это за кадром. В 17 ряду у нас с вами должно остаться 16 столбиков. И продолжим дальше наше вязание. Мы закончили с вами, и 18 ряд. У нас будет схема вязания 7 столбиков без накида и 1 прибавка. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой.
Дальше мы вяжем одну прибавку и повторяем так еще один раз. 7 столбиков без накида плюс прибавка. В 18 ряду у нас с вами 18 столбиков без накида. 19 ряд. Вяжем петля в петлю, 18 столбиков. И я опять сделаю это быстро. И скоро уже будем с вами вязать 20 ряд. Но там будут у нас некоторые нюансы, о которых я вам сейчас расскажу. Закончили. Смотрите, здесь вот этот маркер я вот так поставлю, и он будет у меня как меточка, потому что в 20 ряду мы будем вставлять штифт, но это чуть позже. А пока давайте провяжем схему 8 столбиков без накида, прибавка. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Теперь делаем одну прибавку. Потеряла ниточку. И еще один раз так повторяем. В 20 ряду 8 столбиков без накида, прибавка 2 раза. И у нас с вами должно получиться 20 столбиков. Все, я довязала. Ну и прежде чем мы продолжим наше вязание, нужно сделать шплинты. Я сделаю это самостоятельно. Для этого понадобится проволока для рукоделия и пуговички. Конечно, вы можете взять уже готовые, приобрести шплинты. Может, вам будет так проще. Я делала это сама, поэтому покажу вам, как это сделать, если хотите, если вам так проще. Мне было проще. Беру проволочку, отрезаю нужное количество, складываю вдвое, потому что она у меня мягкая, и чтобы сделать ее немного более жесткой, я просто ее прокручиваю. Она будет у меня более жесткая, будет лучше держать форму. Вот после этого я сделала за кадром. Это после этого. Смотрите, такая жесткенькая уже получается. Я беру пуговицу. И вот там, где углубление, туда буду вставлять один край, а второй край наискось вставляю и просто протягиваю. Вот смотрите, хорошенько вытягиваю, и заготовочка под шплинт у нас с вами готова. Хорошо. Теперь я здесь прокручу 1-2 раза. Раз, два. Все. Готово. Вы можете не заморачиваться. Если вам проще купить, купите шплинт. Ну, а может быть, вы захотите сделать сами. Все. Это потом будет вторая деталька. Мы так вставим, и будут держаться ручки, ножки, и в будущем и голова. Все. Я сделала заготовочку. Вставлю ее чуть позже, поэтому пока отложу. Эти уберу пуговички для будущего моего крепления. Ну и давайте с вами продолжим наше вязание. Это у нас 21 ряд с вами будет. Схема вязания такая: 3 столбика без накида, и уже будем делать убавку. Одну. Итак, мы с вами повторим 4 раза. 3 столбика без накида, убавка, повторяем 4 раза, и в 21 ряду у нас с вами должно остаться уже 16 столбиков без накида. Так, я сделаю это в ускоренном режиме. Нам осталось с вами провязать всего лишь еще 2 ряда. Помимо этого закончила. И вот сейчас давайте наполним холофайбером ножку. Я сделаю это за кадром.
Так, сделала. А теперь нам надо вставить вот этот шплинт. И смотрите, мы с вами отметили, что мы ставим шплинт в 20 ряду. Помните, мы оставили маркер, вот он. И здесь мы отсчитываем 3 столбика, как бы назад, да? И примерно в этом месте у нас будет с вами шплинт. Вы уже по ножке посмотрите, чтобы это было посередине, ножки опять, ручки, чтобы это было посередине ручки. У меня получается это 3-й столбик назад от начала ряда. Ну и тут такой момент, что если вы вторую будете уже вязать, тогда она должна быть шплинт с другой стороны. Вот я, смотрите, один уже связала, это вторая у меня ручка. Чтобы у вас не получилось 2 левые ручки, второй шплинт мы с вами отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5. Примерно. Можете проверить потом. Вот так я проверяла, поставила. Вот, правильно. 1, 2, 3, 4. Ну вот 5. Между 5-м и 4-м, 5-м и 6-м вы уже посмотрите по своему изделию и промерите. Это уже когда будете вязать вторую ручку. У меня это вторая, поэтому я уже ставлю 1, 2, 3, 4. Вот все-таки, наверное, 5-м, между 5-м. Шплинт. Просто вам покажу процесс. Вставляем эти проволочки. Можно их немножко так прокрутить. И снова отсчитала. И с внутренней стороны ввожу. Ну, пластмассовый шплинт точно так же вставляется. Просто там чуть-чуть проще, не надо их делать. Так, ну все, готово. Смотрите. Тут мы еще будем вязать 2 ряда, поэтому все это закроется. Ровно? Ровно. Все получилось? Все получилось. Значит, можно продолжить вязание дальше. Пока я немножко вот так уберу ее внутрь, чтобы не мешала мне вязать дальше столбики. И давайте заканчивать ручку нашей Милочки. И 22 ряд. Схема вязания такая: 2 столбика без накида и 1 убавка. Так повторим 4 раза. 2 столбика и убавка. И в 22 ряду у нас с вами останется 12 столбиков. Заканчиваем вязать ручки. Почему сначала вяжем ручки? Потому что туловище мы будем вязать от шейки с вами. И тоже нам нужно будет сразу поставить на шплинт голову, потому что потом будет неудобно. Разве что вы ее будете пришивать, тогда уже не будет иметь значения. Так, я закончила. Ну а потом вставим ручки. Вот к чему я. 23 ряд, последний у нас с вами. И мы просто делаем с вами 6 убавок. 6 убавок подряд. У нас с вами останется 6 столбиков, которые мы впоследствии просто стянем. И ручка готова. Ниточку отрезаем, закрепляем. Я оставила кончик подлиннее, но вдруг мне захочется что-то пришить. На всякий случай. Хотя у меня шплинтовое крепление. Так, все уже маркеры убираю. И смотрите, тут мне надо еще добавить холофайбер, поэтому я добавлю наполнитель, сделаю это за кадром. Готово. Набиваем не слишком плотно, видите? Вот так.
сравниваем, если вы вторую уже вяжете, да, по плотности, чтобы они были одинаковые. И теперь берем иголочку и просто стягиваем наши 6 петель. Подхватываем иголочкой за полупетлю 6 раз. Второй, третий. Видите, я это делаю ушком иголочки, чтобы у меня не попала иголка между ниточек. И чтобы очень хорошо и легко все стянулось. Так, а теперь стягиваем, но не тяните слишком сильно. У меня на первой миле все время, когда я, кстати, вязала мехом, обрывалась ниточка. Это было не очень приятно, поэтому не повторяйте моих ошибок. Все, хвостик ниточки вот так протягиваю, потом я его закрепляю, просто прошиваю несколько раз. Ну и так как я люблю перестраховываться, я все-таки оставлю эту ниточку здесь. Может еще пригодится. Впоследствии потом обрежу. Ну все, ручка готова. Вяжем такие 2 штуки. Вот видите, у меня вот то, о чем я говорила, разный цвет. Одна чуть-чуть больше беленького, одна чуть-чуть меньше беленького. Вот такие они у меня одинаковые, но в цвете симметричные. Асимметричные, вот. Несимметричные. Ну, в общем, да. Вяжем такие 2 штучки. И потом с вами их начесываем, достаем мех, потому что уже вставлять мы их должны в готовом виде. Хочу вам показать, смотрите, я уже свои ручки начесала, вот такие они у меня пушистенькие. Замечательно, ручки у нас готовы, мы их откладываем. И нам нужно с вами связать вот такой хвостик. Я не буду вам показывать на камеру, как его вязать. Я оставлю вам схему, потому что он вяжется элементарно. Просто свяжите его по этой схеме, начешите и отложите. В конце мы его привяжем. Ну а сейчас, если вам понравился этот мастер-класс и как мы с вами вяжем котенка Милу, не забудьте поставить лайк, напишите мне комментарий, все ли у вас получается, все ли понятно в этом мастер-классе. Мне будет очень интересно и приятно. Ну и увидимся уже с вами в следующей части, где мы с вами свяжем ножки и будем приступать к туловищу. Скоро наша с вами кошечка будет полностью готова.